My question for you this morning И мой вопрос к вам. is how much of the life of Christ is in you? Сколько в вас жизни Христа? Have you ever wondered about that? Вы когда-нибудь задавали себе этот вопрос? Maybe. Может быть. First, I want to share 4 scriptures with you. Sначала я хочу поделиться с вами 4 местами из Писания. And if you can just read those 4. It's these. Иоанна 3, 1, 10. Никодим, ты должен родиться свыше. Just this Yeah. quote, yeah. 1 Петра 1, 23. Возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Иоанна 3, 30. Ему должно расти, а мне умоляться. 2 Коринфянам 4, 18. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Just 34. Yes. Now, I want you to think for a moment. Хочу, чтобы вы подумали вот о чем. What do these 4 scriptures speak about? О чем говорят вот эти 4 места из Писания? Are they 4 separate things? Это 4 абсолютно отдельных вещи? Or maybe are they connected together somehow? Или, возможно, они как-то соединены вместе? Are they part of a bigger picture? Являются ли они частью какой-то большей картины? A bigger picture that God wants you to see? Большой картины, которую Бог хочет, чтобы вы увидели? That He wants you to understand Которую Он хочет, чтобы вы поняли and be diligent to apply to your lives? и смогли применить в своей жизни? See, with this bigger picture in mind, И вот с этой большой картиной there's some important questions that I would like to address today. есть очень важные вопросы, которые я хотел бы задать. And the first question, И первый вопрос. what is this seed that we're to be born again from? Что это за семя, от которого мы должны родиться свыше? The seed that's imperishable. Семя нетленное. And the second question, И второй вопрос. how does this imperishable seed take root in us? Как это нетленное семя может пустить корни в нас? How does it grow and bear fruit in us? Как оно растет и приносит плод в нас? The other side of that question is, И другая сторона этого вопроса, what keeps that seed from growing in us? что удерживает это семя от того, чтобы расти в нас? What keeps it from taking firm root and growing and bearing fruit in our lives? Что мешает ему пустить глубокие корни в нашей жизни? And then the third question, И третий вопрос. how do I decrease so that He can increase? Как мне умоляться, чтобы ему возрастать? And the fourth question, И четвертый вопрос. how do I fix my eyes on the things that are unseen Как я могу смотреть на то, что невидимое, instead of all the things that I can see which are temporary? вместо того, чтобы смотреть на все то, что я вижу и что является временным? And the fifth question, И пятый вопрос. why is all of this important? Почему все это важно? Have any of you ever asked yourselves these questions? Кто-нибудь задавал себе такие вопросы? Have you asked other people these questions? Вы у других людей спрашивали эти вопросы? Have you thought about these questions? Вы когда-нибудь думали об этих вопросах? Anybody? Кто-нибудь? Yeah. Well, this morning, I would like to start sharing some answers with you. И сегодня я бы хотел поделиться ответами на них. And the first question И первый вопрос. is, what is this seed that we're to be born again from? Что это за семя, от которого нам нужно родиться свыше? This seed that is imperishable. Семя нетленное. And you'll see that I've put 3 scriptures up there. Видите, я поместил 3 места из Писания. Yeah. 1 Петра 1,23. Возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Иоанна 1,1.
Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Галатам 3:16. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть Христос. So the answer to the first question И ответ на первый вопрос is very clear from Scripture, Old Testament and New Testament. это ответ очень ясен из Писания. Это написано и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. This seed is Jesus Christ. Это семя, это есть Иисус Христос. And when you gave your life to Jesus Christ, И когда вы отдаете свою жизнь Иисусу Христу, His seed was established in you. Его семя, оно помещается в вас. It was designed to take root in you. И это семя, оно сделано так, чтобы пустить корни внутри вас. It was designed to grow in you И начать расти в вас. and bear fruit in and through you И приносить плод внутри вас и через вас. for God's glory Для Божьей славы and for your own well-being. и для вашей доброй жизни. So this answers the first И question. это ответ на первый вопрос. Jesus is the seed. Иисус – это семя. Now let's look at the second question, Давайте посмотрим на второй вопрос. which is what keeps this seed from taking root И вопрос такой, что мешает этому семени пустить корни and maturing in me? и возрастать во мне? In Matthew, В Матфеи, we're all familiar with the parable of the sower, в 13 главе мы все там читали притчу о сеятеле. where he's saying, some seed grows and some seed doesn't. Там написано, что некоторые семена выросли, а некоторые нет. See, his seed was designed to grow in you. Знаете, его семя сделано так, чтобы расти внутри вас. And here's where I want to share some things with you. И хочу кое-чем поделиться с вами. We were all created by God to desire. Мы все сотворены Богом, чтобы желать. We all have desires. Мы все имеем желание. Godly desires are good. И благочестивые желания, они хорошие. But when our desires are turned away from God, Но когда наши желания отворачиваются от Бога, these cause four things to happen in you. из-за этого внутри нас происходят 4 вещи. They bring about covetousness, Эти желания приносят алчность, they bring about envy, они приносят зависть they bring about pride, и приносят гордость and they bring about wrath. и приносят гнев. These are all the elements of the bad soil И все это 4 элемента плохой почвы, that keeps that seed of Jesus from growing in us. которые мешают семени Иисуса расти в нас. So covetousness, envy, and pride, И алчность, зависть и гордость they're not three different things. – это не какие-то 3 разные вещи. They're just three different names Это просто 3 разных имени for our fleshly desires. для наших плотских желаний. Desires that are turned to what we want to do. Желание делать то, что мы хотим делать. Because see, we covet because we desire things and relationships. Мы алчны, потому что мы хотим иметь что-то. We envy Мы завистливы, because somebody has more or is more important than I am. потому что у кого-то есть больше или кто-то важнее, чем я. And we become prideful И мы становимся горделивыми, because we want to be exalted above other people. потому что мы хотим быть превознесенными над другими людьми. Now the fourth, the И- wrath, 4. Гнев. that only comes into the light when one of those first three desires has been withheld from you. Was held from. They haven't been satisfied. И это 4 поднимается, когда 3 первых желания, они не удовлетворены в вашей жизни. See, that wrath stays hidden inside of you. Знаете, вот этот гнев, он иногда спрятан внутри вас.
And all of a sudden it comes out. А потом внезапно он выходит. And we wonder, where did that come И from? мы удивляемся, откуда все это? Why am I so angry right now? Почему я так сильно злюсь сейчас? It's because you didn't get what you wanted. Это потому, что ты не получил то, чего хотел, It's because somebody got more than you did. потому что другой получил больше, чем ты. Or somebody attacked your pride. Или кто-то атаковал твою гордость. Those are the three basic things that make us angry. Вот эти три вещи делают нас злыми. And all these things generate each other. И вот эти вещи, они все друг друга генерируют и подпитывают. And I want you to realize there's no outward cause. Я хочу, чтобы вы понимали, нету какой-то внешней причины, Because this is what's inside of all of us. потому что это то, что внутри каждого из нас. This is how we were all born. Это такие, какие мы родились. This is what was called the natural man. Это то, что называется естественным человеком. See, and it was these same four things Те же самые четыре вещи, that were the root of the Pharisees, the hypocrites, and the scribes. Они It was the same. они являются корнями для фарисейства, для лицемерия. And third one? Yeah, it was these same four things that caused them to crucify Christ on the cross. Это те же самые вещи, которые заставили фарисеев распять Христа. And see, when we give in to the covetousness, to the envy, to the pride and the wrath, Когда мы углубляемся в зависть, в гнев, в алчность и в гордость, we are again crucifying the Son of God in our own мы lives. снова распинаем Божьего Сына в своей жизни. We're saying the same things that the Pharisees said. Мы говорим все то же самое, что говорили фарисеи. I want to be in control. Я хочу все контролировать. I am jealous of the following, of your following. Я завидую тому, как ты следуешь. I want to be exalted above you. Я хочу быть превознесенным над тобою. And so I'm not going to let you live. Поэтому я не позволю тебе жить. This is our self in action. Это наше эго, которое действует. This is what keeps his seed from growing in us Это то, что мешает его семени расти в нас and maturing in us. и возрастать в нас. And we're going to remain in this state И мы будем продолжать находиться в этом состоянии, until some supernatural good comes from outside of us and takes life inside of us. пока что-то сверхъестественное не придет к нам и не начнет производить жизнь внутри нас. And we fully surrender to it. И мы подчиняемся этому. So, in summary, what keeps God's seed from growing in us? И если все это суммировать, то что мешает Божьему семени расти внутри нас? It's our own selfish desires. Это наши личные эгоистичные желания. Now, the third question. И третий вопрос. How do I decrease Как мне умоляться and obtain this deliverance from myself? и получить вот это освобождение от себя самого? Because in John 3:30, he says, I must decrease Потому что в Иоанна 3:30 сказано, что я должен умоляться, so that his life can increase. чтобы его жизнь, она возрастала. And see, we can't do this by any active resistance on our part. Знаете, мы не можем достичь этого через то, что будем противостоять внутри себя. Your nature can't overcome itself. Ваша природа сама себя победить не может. See, and the solution's not following, it's not in following methods or getting more educated. И решение не в том, чтобы следовать каким-то методам или получить больше знания. Yeah, that's not going to solve the problem. Это проблему не решит. See, we waste so much time and effort Мы так много времени зря потратили
на то, trying to change things around us, чтобы изменить вещи вокруг нас, to keep us from being angry. чтобы мы не становились злыми. And the more we think that we can change life, И чем больше мы думаем, что мы сами можем изменить свою жизнь, the more it strengthens your own selfish life. тем больше это укрепляет вашу эгоистичную жизнь. See, the one true way Один единственный путь is to have patience, – это иметь терпение, meekness, смирение, humbleness, сокрушение and total resignation to God. и полное подчинение Богу. What Romans 12:2 tells us, Что говорит нам Римлянам 12:2? you must be transformed by the renewing of your mind. Вы должны быть преобразованы обновлением ума. You've got to change your thinking about everything in your life. Вам нужно изменить свой образ мыслей обо всем в вашей жизни. And here's what I want you to see. И вот я хочу, чтобы вы кое-что увидели. As you choose to have patience with people, Когда вы выбираете быть терпеливыми к людям, as you choose to be meek in those relationships, когда вы выбираете быть смиренными во взаимоотношениях, as you choose to be humble, когда вы выбираете быть мягкими, and as you choose to totally rely on God, и когда вы выбираете быть в зависимости от Бога, in your relationships в ваших взаимоотношениях or in the situations in your life, или в ситуациях вашей жизни. here's what you're really saying. Вот что вы этим говорите. Jesus, Вы говорите: Иисус, I'm going to yield to you. я нуждаюсь в Тебе, I'm going to do it your и way. я буду делать так, как Ты хочешь. I'm going to do it according to your spirit in me. Я буду делать это согласно Твоему Духу во мне. And in reply, И в ответ на это, here's what I believe Jesus is saying back. вот что я верю, Иисус говорит: Thank you спасибо for the drink. за то, что Ты дал, My seed in you needed a drink of water. за то, что Ты дал этот глоток воды, в котором нуждается мое семя. And by obeying me, Через то, что Ты послушен мне, you've just refreshed me inside of you. Ты освежил это семя внутри себя. You've given me room to grow in И Ты you. дал мне место, чтобы я еще больше рос. Because see, Christ can't have any power in you Знаете, Христос не может иметь какую-то силу в вас until you first deny yourself до тех пор, пока вы не отречетесь от себя, and your selfish ways от своих эгоистичных путей. daily Каждый день in your relationships, в ваших отношениях, in your work environments, в вашей работе, with your с neighbors, вашими соседями, even in your ministry work. даже в вашем служении. Because if you do not deny yourself, Потому что если вы не отречетесь себя, deny your nature, не отречетесь от своей природы, you remain dead to Christ. то вы останетесь мертвыми для Христа. And this seed this precious seed that's in you, И вот это драгоценное семя, которое внутри вас, you're not allowing it to grow. таким образом вы не позволяете ему расти. This Christ in you, Христос, который в вас, this inward Savior, этот Спаситель, который внутри вас, that's what's saving you inside from your nature. это то, что спасает вас от вашей природы. See, most people, they think being saved is only for eternity. Знаете, некоторые люди, они думают, что быть спасенным – это всего лишь то, что касается вечности. If I can just tolerate this earthly life long enough, Если я достаточно хорошо себя буду вести в этой земной жизни, someday I'll get to paradise, то однажды я попаду в рай, and then I can finally rest. и там я уже смогу отдохнуть. But Jesus came to save you from your selfish patterns today. Но Иисус хочет спасти от ваших плотских путей вас сегодня, While you're living in relationships today. в ваших взаимоотношениях сегодня, в вашей жизни сегодня. He wants you to give up your ways. Он хочет, чтобы вы отдали Ему свои
пути, so that His life can be your very life, чтобы Его жизнь стала вашей жизнью, so that there's peace and joy in your marriages, чтобы был мир и радость в ваших браках, in your в families, ваших семьях, in your на jobs, вашей работе, with your с neighbors. вашими ближними. See, our salvation consists entirely of being saved from our selfish self. Знаете, наше спасение, оно заключается в том, чтобы быть спасенными от нас самих, эгоистичных. This is what Jesus was talking about to Nicodemus. Это то, о чем Иисус говорил Никодиму. You must be born again. Тебе должно родиться свыше. Babies don't know very much, do they? Младенцы, они немногое знают, не так ли? They have to learn everything from scratch. Им нужно научиться всему с самых основ. And this is what I believe Jesus was telling Nicodemus. И вот что я верю, Иисус сказал Никодиму. You need my seed inside of you. Тебе нужно мое семя внутри тебя. And you need to rethink everything about life. И тебе нужно поменять мышление обо всем в твоей жизни. You need to rethink your attitude about even the scriptures. Тебе нужно даже поменять отношение к Писанию. You need to rethink what your role in your family Тебе is. нужно поменять понимание твоей роли в твоей семье. You need to have the mind of Christ here Нужно, чтобы у тебя был ум Христов, and be willing to relearn everything. который желает научиться снова всему. Because in Titus 3:5, Потому что в Титу 3:5 here's what it said. вот что написано. He saved us Он спас нас by the washing of the regeneration банию возрождения and renewing His Spirit in you. и обновил Святым Духом. See, it's what He wants to do in you. Это то, что Он хочет сделать внутри вас. This is what so many Christians are missing. Это то, что пропускают многие христиане. They understand this external Jesus, Они понимают, что есть какой-то внешний Иисус, but you must be born again. но нужно родиться свыше. You must make room for Him. Вам нужно дать Ему место. So now that's the third question. How do I decrease? И это третье, как мне уменьшаться, умаляться. Okay. Now let's go to the fourth И question. хочу перейти к четвертому вопросу. How do I fix my eyes on the unseen? Как мне смотреть на невидимое? The things which are eternal Вещи, которые вечные, and not the things that are temporary. а не те, которые временные. And for now, I'm going to use some toys. И сейчас я хочу некоторые игрушки использовать. Where did they go? My balloons. Thank you. If you can hold this up. Here's another one. I want to ask you a question. Хочу задать вам вопрос. Can you see the balloons? Видите шарики? If these represent your life, Это образ вашей жизни. which one do you want to be? Если бы вот это было образом вашей жизни, каким бы шариком вы хотели быть? Anybody want to be this one? Кто-нибудь хочет быть таким шариком? Or are you going to be that one or this Или one? вот таким, или вот таким? Which one do you want to be? Каким шариком вы хотите быть? You want to be the big one, right? Хотите быть большим, правильно? That's the part that you can see. Это то, что вы видите. Now, let's talk about the part that's unseen. Теперь давайте поговорим о том, что невидимо. What does God see in this person? Что Бог видит в этой личности? There's the life of Jesus. Вот такая жизнь Иисуса. That's that internal life that you don't see very often. Это вечная жизнь, которую вы не часто видите.
And what I wanted you to see И что он хочет, чтобы вы увидели, is that it's not determined by the externals. что эта жизнь не определяется чем-то внешним. Let's look at this one. Давайте на этот шарик посмотрим. It wasn't as big on the Он outside, был не таким большим снаружи, but it has more of the life of Christ inside. но внутри больше жизни Христа. How about this one? А про этот что? This was kind of Это small, такой маленький, but I want to show you но something. кое-что хочу показать вам. Even though it looked small on the outside, Даже несмотря на то, что он выглядит маленьким снаружи, it actually had more of the life of Christ than this big one. в нем больше даже жизни Христа, чем в этом большом. Now let's look at this one. Давайте на этот посмотрим. This is a baby Christian. Это новорожденный христианин. They've not been feeding the Spirit. Он не кормил свой дух. Now let's talk about this one. А теперь про этого давайте поговорим. This is the one that everybody wanted to be. Это тот, которым все хотят быть. What's А inside? что внутри? A completely empty inner balloon. Абсолютно пустой шарик. This is an unsaved person. Это человек, который не спасен. Here's what I want you to see. Вот что я хочу, чтобы вы увидели. We are all born with the seed of Jesus Christ in us. Мы все родились с семенем Иисуса внутри нас. We've just been, nobody pays attention to it. Но просто никто не обращал внимания на это. So I want to ask you a question. И хочу задать вам вопрос. If we've all got that in us when we're born, Если это есть внутри каждого из нас, когда мы родились, how do we tend to view life? то как нам стоит смотреть на жизнь? We want to blow up the outside Мы хотим надувать то, что снаружи, because that's all that matters. потому что это то, что имеет значение. But sometimes, when you became a Christian, Но когда вы становитесь христианином, okay, Jesus, I've got you. хорошо, Иисус, вот ты внутри меня. And here's what many of us do. И вот что делают многие из нас. I've got my Jesus. Вот, все, Иисус во мне. It's sort of like a bus ticket or an airplane ticket. Это как будто вы купили билет на самолет. And I'm having trouble with this one. Что-то здесь не очень получается. And they say, I've got my Jesus in me, И люди говорят, Иисус теперь во мне, and someday in the future, и когда-нибудь в будущем he's going to be like a private jet pilot. он будет, когда-нибудь будет главным пилотом And he's going to fly me to heaven. и отвезет меня на небеса. And so, since I have that security, И так как я знаю это, I'm going to spend the rest of my effort я все свои остальные усилия making myself more important, потрачу на то, чтобы сделать себя более важным, making me look bigger to the world. чтобы я выглядел больше, лучше для этого мира. I might even go into ministry. О, я даже, может быть, в служение пойду. Have any of you tried this? Кто-нибудь пытался так поступать? Does this describe any of your lives? Это описывает чью-нибудь жизнь из вас? I need that wife. О, это жизнь. I need the family. О, мне нужна семья, чтобы у меня была. I need that job. О, вот эта работа, она мне нужна. But what eventually happens in all of our lives? Но что в конце концов происходит с нашей жизнью? Things happen, Что-то происходит, life starts going bad, жизнь становится хуже. and the people that thought that we were so big and marvelous, И люди, которые думали, что мы такие большие и такие чудесные, beginning with our family, они теряют семьи, they find out that that's not really who we are. они видят, что мы уже, мы не те, кем мы казались. And pretty soon you're back to, that's all that's inside. И в конце концов вы становитесь такими, какие вы есть внутри. Have any of you ever gone through that process? Вы когда-нибудь проходили через подобный процесс? Life just didn't work, Жизнь просто почему-то не работает. and you just felt totally deflated, И вы чувствуете себя абсолютно сдутыми. and all that was left И все, was что Jesus. осталось, это Иисус. Because see, God sees what's on the inside. Знаете, Бог видит, что внутри.
And it's hidden from most of us. И это спрятано от большинства из нас. Now, at the same time, И в то же самое время God created all of us to be productive outer balloons. Бог сотворил нас, чтобы мы были продуктивными за пределами этого шарика. He wants you to be successful. Он хочет, чтобы вы были успешными. He wants you to be productive. Он хочет, чтобы вы были продуктивными. He wants you to have fulfilling marriages and jobs. Он хочет, чтобы у вас были чудесные семьи и чудесная работа. And what I want you to see is there's two ways to make the outer balloon grow. Но я хочу, чтобы вы увидели, что есть два способа, как раздуть этот внешний пузырь. You can do it the easy way Вы можете делать очень просто это. and keep doing it that way И делать, продолжать это и делать. because, again, He gave you the desires. Потому что Бог дал вам желание. But when you try to fulfill those desires your ways, Но если вы хотите исполнить эти желания своим путем, it won't last. это не продлится долго. It just won't. Here's the other way. А есть другой способ. He says, I must decrease Он говорит, я должен уменьшаться, so that His life чтобы его жизнь can increase. могла возрастать. If you spend time Если вы будете проводить время making the life of Jesus in you в том, чтобы увеличивать жизнь Иисуса в вас, stronger чтобы она укреплялась and bigger, и становилась больше, that in reality is the strength of your life anyhow. и это на самом деле усиливает вашу жизнь, вас самих. If you focus on the life of Jesus, Если вы сфокусированы на жизни Иисуса, you will have the fulfilling life that He desired у for вас you. будет наполненная жизнь, которую Он предусмотрел для вас. So, how do you inflate the inner balloon? Как вам надуть внутренний шарик? How do you do it? Как это можно сделать? How did Jesus do it? Как Иисус это делает? Did He inflate it every time He preached and taught? Он надувался всякий раз, когда учил и проповедовал? No. Every time He did a miraculous healing, did that inflate His balloon? С ним это происходило, когда он чудеса совершал? No. Нет. By performing all the rituals according to the law? Через то, что исполнял все ритуалы закона? Is that how He kept His inner balloon inflated? Это вот таким образом он надувал свой внутренний шарик? Or was it by spending regular, intimate, daily time with His Father? Или это было в том, что он каждодневно, регулярно проводил время со своим отцом? As was His habit, Это была его привычка, moment by moment. момент за моментом. See, the life of Christ in you must become your priority, Знаете, жизнь Христа внутри вас, она должна стать вашим your приоритетом, highest priority. вашим высшим приоритетом. Spending intimate, regular, one-on-one time with God Проводить регулярно время один на один с Богом. must become your highest priority. Это должно стать вашим высшим приоритетом. You have to constantly feed it. Вы должны постоянно наполнять себя. That's your job. Это ваша работа. And see, and the world would have you think, this is ridiculous. И мир посмотрит и скажет, это глупо. How can prayer transform your life? Как молитва изменит твою жизнь? How can this God that you can't even see help you? Как этот Бог, которого ты даже не видишь, может помочь тебе? And they say, it's all a myth. Они говорят, это всего лишь миф. Science tells us that He can't be real. Наука говорит о том, что это невозможно. But I want to challenge that. Но я хочу бросить этому вызов. Because, see, there's a lot of brain science been done in the last 20 years. Потому что за последние 20 лет множество всяких исследований проводилось. And they've discovered some very fascinating things. И эти исследователи обнаружили кое-что очень интересное. And I'm going to use a phrase to describe what's happening. И я хочу использовать одну фразу, чтобы описать, что происходит. You become the God you worship. Вы
становитесь подобными Богу, которому поклоняетесь. When these brain scientists Когда те, кто изучают мозг, ученые, took brain scans они сделали исследование мозга of a group of nuns, группы монахинь, they discovered that there was parts of their brain они обнаружили, что есть часть в их мозге, that were larger than normal. которая стала больше, чем обычно. And these were the parts that controls your ability to love, И это часть мозга, которая дает способность любить, to care for people, заботиться о людях, to stop being so selfish. чтобы перестать быть эгоистичным. And it wasn't because their brains were made that way. И это не потому, что их мозг таким был создан. The scientists were stunned when they looked over time. И ученые, они не могли понять, потому что они наблюдали за этим в течение времени определенного. With new believers С новообращенными who had христианами. absolutely normal brains, У новообращенных христиан абсолютно обычные мозги. and as they spent time praying to God, Но когда они проводили время с Богом, praying to a loving God молились любящему Богу, that cared for them, который заботится о них, and they obeyed what He said, и они были послушны тому, что Он сказал им, those areas of their brain started growing stronger, эта область их мозга становилась сильнее, and their ability to be angry was reduced. и их способность гневаться уменьшалась. They actually started becoming the God they were Они worshiping. становились подобными Богу, которому поклонялись. But they discovered also the opposite. Но также они обнаружили и противоположную вещь. People that were angry all the time. Люди, которые злились постоянно. People that considered God hateful and vengeful. Люди, которые видели Бога ненавидящим And they и злобным, couldn't trust Him. которые не могли доверять Ему. And they thought that God wanted them to be used to hurt people and punish people. Люди, которые думали, что Бог, Он только наказывает и делает зло людям. Their brains changed also, Их мозг также менялся, where they could no longer love. так что они уже не могли любить. All they could do is hate and destroy. Все, что они могли делать, это ненавидеть и разрушать. So the way that you feed the life of Christ in you То, как вы можете наполняться жизнью Христовой в себе, is by spending time with God, через то, что вы будете проводить время с Богом, the loving God that He is, любящим Богом, которым Он является, and then obey Him in your relationships. и быть послушными Ему в ваших взаимоотношениях. Have patience with your husbands and your wives. Быть терпеливыми к вашим мужьям и вашим женам. Learn to humble yourself and serve them. Научитесь смирять себя и служить им. Be meek. It's not about your reputation. Будьте смиренными. Это не то, что касается вашей репутации. And learn to totally rely on God. И научитесь полагаться во всем на Бога. As His life increases in you, И когда Его жизнь будет возрастать в вас, it will totally transform the life that people see in you. это изменит жизнь, которую люди видят в вас. And for the first time, you will know who you really are. И в первый раз вы будете знать, кем вы на самом деле You'll являетесь. understand your meaning and your purpose in this life. Вы будете понимать свою цель и значение в этой жизни. You've got to keep feeding Вы должны продолжать наполняться the life of Jesus. жизнью Иисуса. Give Him good soil. Дайте Ему хорошую почву. Give Him a drink. Дайте Ему вот эту воду. It's good for you too. И для вас это тоже полезно. Because He is the strength of your life. Потому что Он является крепостью вашей жизни. And when you have His life growing in you, И когда Его жизнь растет в вас, people will look at you люди будут смотреть на вас, and they won't say, wow, и они будут говорить: «О, what a successful businessman. что за успешный бизнесмен!» They'll say, Они wow, будут говорить: «Вау,
How did you get that life of Jesus Christ? Как у тебя так получается жить жизнью Христа? How did you learn to love and invest your life in your employees like that? Как ты можешь так жить и вкладывать свою жизнь в своих работников? Because it's no longer about the money. Потому что уже дело не в деньгах. This is what Jesus wants for all of you. Это то, что Иисус хочет для каждого из вас. He wants you to be as big as He can be in you. Он хочет, чтобы вы были настолько большими, насколько Он может быть большим внутри вас. So I want to ask you all a question. И я хочу задать всем вам вопрос. Has the Spirit been speaking to you this morning Дух Святой, говорит ли вам Дух Святой сейчас about your relationship with Jesus Christ? о ваших взаимоотношениях с Иисусом? Yeah, you're saved. Да, вы спасены, But is this what you look like inside? но такими ли вы выглядите внутри? Or is this what you want to look like inside? Или вы хотите вот такими быть внутри? Has the Spirit been speaking to you this morning? Говорит ли вам Дух Святой сейчас? Is He challenging you to change some of your ways? Вдохновляет ли Он вас что-то изменить в своей жизни? Change some of your habits with Him? Изменить свои привычки относительно Него? Change some of your attitudes towards God? Изменить свое отношение к Богу? And start changing your behaviors towards the people around you? И начать менять свое отношение к людям, которые вокруг вас? In the situations that you're in? И к ситуациям, в которых вы находитесь? If God's been speaking to you that you need more of Jesus this morning, Если Бог говорит вам сейчас, что вам нужно больше Иисуса, I'd ask you to stand so I can pray with you. я попрошу вас встать, чтобы я мог помолиться с вами. Father God, Бог Отец, I want to thank you for your Son. я благодарю Тебя за Твоего Сына. Thank you for that precious seed. Спасибо за это драгоценное семя. And thank you for allowing it to be in me. И спасибо за то, что позволил этому семени быть во мне. And Father, I pray for my brothers and sisters this morning И, Отец, я молюсь Тебе о моих братьях и сестрах, that they change their focus. чтобы Ты изменил их фокус, They focus on your life in them чтобы они были сфокусированы на Твоей жизни внутри них, as the way to have true peace in their souls чтобы иметь истинный мир в их душах and true satisfaction and meaning and purpose in their life. и иметь истинное удовлетворение и смысл и цель в своей жизни. So, Father, remind them daily and weekly И, Отец, напоминай им каждый день и каждую неделю, that they need to be taking concrete steps что им нужно делать конкретные шаги, to feed the life of Jesus in them. чтобы наполняться жизнью Иисуса. In Jesus' name, Во имя Иисуса. amen. Аминь.